Доброго всем времени суток, друзья. Юлечка уже почти заснула. Мы остановились на главе 7. Называется глава 7 «Колыбель». Хорошо, не почти. А книга называется «Башня с воспоминаниями». Нэнси оглядела маленькое помещение. Она оказалась в комнате, оклеенной обоями с розовыми бутонами и освещенной утренним светом, проникающим сквозь 2 квадратных окошка в наклонной крыше. Большая часть мебели была накрыта простынями, но около стены стоял один предмет, с которого ткань сползла на пол. Деревянная детская кроватка на крепких ножках. Нэнси подошла к ней и увидела, что кровать будто ожидает малыша. Матрас был застелен и накрыт розовым вязаным одеяльцем. Нэнси положила руку на бортик кроватки и вдруг заметила кремовую подушечку с вышивкой в виде сиреневых цветков лаванды и розовыми буквами под ними. «Нэнси!» Девочка взяла подушку и провела по стежкам указательным пальцем. Неужели это ее кроватка? С нижнего этажа раздался скрип, и она резко развернулась, стискивая в руках подушку. Некоторое время Нэнси постояла, прислушиваясь. Скрип ненадолго прекратился и начался снова. Внизу ходили мать и дедушка. Не выпуская из рук подушку, Нэнси на цыпочках обошла комнату, сдергивая простыни с мебели. В небольшом комоде лежали крошечные шерстяные ползунки, вязаные кофточки и чепчики. Дубовый шкаф тоже был заполнен детскими вещами из темно-синей фланели на зиму и белого муслина на лето. Девочка провела рукой по мягкой ткани, и у нее закружилась голова. На столике у окна лежала коробка с разноцветными деревянными кубиками с буквами и книжка с детскими стихами. Наверное, здесь была ее комната, когда они с мамой жили в Саффолке. Нэнси крепко зажмурилась, пытаясь оживить в сознании самые ранние воспоминания. Она никогда не спрашивала у мамы, где они жили в Саффолке, и теперь, когда оказалось, что здесь, в этом странном доме, на поверхность должны были всплыть какие-то затерянные в памяти образы. Однако ничего не вспомнилось. Нужно спросить у мамы. Нэнси выпорхнула из комнаты и с изумлением наткнулась на нее с усталыми глазами, окруженными синими кругами. «Что ты здесь делаешь?» – удивилась мама. «Я пришла возбудить, а тебя нет». Увидев подушку в руках у дочери, она вдруг замолчала. «Здесь вышито мое имя», – сказала Нэнси. В ушах громко стучало. Глаза мамы беспокойно скользнули к открытой двери, а потом снова к девочке. Она потерла шею, словно подбирая слова. «Мы с тобой жили у дедушки». Нэнси одолевала любопытство. «Ты ведь говорила, что у тебя нет родственников в Саффолке, и потому после смерти моего родного отца мы переехали в Лидс. Почему ты обманывала меня?» Нэнси прижимала подушку к груди, крепко обхватив ее руками. Она чувствовала облегчение от того, что напрямую задала вопрос. Лицо у мамы вытянулось, и Нэнси на мгновение перестала узнавать ее. Это была настороженная, испуганная женщина. «Я не могу сейчас об этом рассказать, Нэнси. Прошу тебя, будь, как обычно, хорошей девочкой и присмотри за Виолеттой, пока мы здесь». Нэнси стиснула зубы и через мгновение произнесла. «Почему мы не можем об этом говорить? Почему комоды и шкафы в той комнате набиты моими детскими вещами? Почему мы не взяли их с собой, когда переехали в Лидс?» Мама снова потерла шею, которая теперь покрылась красными пятнами. «Дети очень быстро растут, а в чемоданах не хватало места, чтобы взять все наши вещи. Это были трудные времена», — она говорила спокойным тоном, но Нэнси понимала, что мама многое скрывает. Смерть отца, без сомнения, стала для нее сильным потрясением, но это не объясняет, почему они уехали в Лидс, бросив здесь все, включая и дедушку, которого мама совершенно очевидно очень любила. «Ты что-то скрываешь от меня, и мне это не нравится», — заявила Нэнси, не сумев сдержать дрожь в голосе. «Почему ты притворялась, будто дедушки нет в живых? Зачем привезла нас сюда?» Мама вздохнула и покачала головой. «Тебе не идет нахальство, Нэнси. Иди оденься и спроси у дедушки, нужна ли ему помощь в аптеке». «А как же?» – попытался возразить Нэнси. «И не забудь, тебе нужно уйти из торгового зала до открытия. Никто не должен тебя видеть», – перебила ее мать. «Я разбужу Виолетту и спущусь в кухню, чтобы приготовить завтрак», – твердо сказала она. «Но почему?» – снова начала Нэнси. Мать заставила ее замолчать строгим взглядом, который обычно предназначался для Виолетты, любившей задавать бесконечные вопросы. Но у Нэнси тоже много вопросов, и нужно срочно получить на них ответы. А мама, кажется, не собирается откровенничать. Что ж, придется искать объяснение в другом месте. Вот мы и закончили читать главу 7. До остальных глав доберемся в другие вечера. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки. Всем пока.